Вау! Какая там Кока-Кола, какая Пепси-Кола, какая Фанта. Я бы вот что пил на обед. Ох, ах. Да что я вам рассказываю? Разве ж можно это рассказать словами? Это пробовать надо. Интернет у меня появился лет 20 назад. Тогда как раз только-только начинали появляться какие-то российские кулинарные сайты. И мне хорошо запомнился один рецепт, который опубликовала женщина-японка, но на русском языке, выступавшая под ником Мидори. То был рецепт рыбы под названием намбандзуке. Я только недавно узнал, что в переводе с японского это означает нечто приготовленное по-иностранному. Намбан иностранное, а дзуке это соленое. Дело в том, что по тому рецепту рыба сначала обжаривалась, причем обжаривалась особым образом, а уже потом мариновалась. Мариновалась в воде подсоленной, приправленной уксусом и различными пряностями. А недавно в Ютубе я посмотрел несколько серий о путешествии популярного блогера Марк Венс в Узбекистан. И там он ел обыкновенную жареную рыбу. Вот то, как ее жарят везде в Узбекистане. И я вдруг понял, что то, что для нас кажется само собой разумеющимся, то, что для нас кажется очень привычным, для вас может оказаться и очень интересным, и очень поучительным, и очень вкусным. Одним словом, сегодня я решил объединить два рецепта. Один узбекский, вот очень простой, традиционный, а второй японский. Итак, вот у меня графин с абсолютно чистой водой. Ничего, кроме чистой воды. Я в эту чистую воду сразу опущу соль. Много не надо. Вот здесь примерно 2 литра, значит где-то ложка-полторы соли. Этого будет более чем достаточно, потому что рыбу перед приготовлением мы тоже обязательно будем солить. А теперь уксус. Знаете, не будем добавлять сразу очень много. Это рисовый уксус, нальем, я думаю, ложки 3-4. Размешаем, мы потом попробуем на вкус. Вообще говоря, вкус должен получиться достаточно интенсивный. Примерно в 3-4 раза интенсивнее, чем мы хотели бы получить вкус у рыбы. И поэтому сюда я сейчас докладываю больше, чем головку чеснока. Посмотрите. Можно было бы и порубить мелко, можно было бы порезать, но вот чеснокодавилка здесь в этом случае работает практически идеально, потому что она не просто мельчит чеснок, она как бы еще и выдавливает из него сок, аромат. Посмотрите, как чеснок играет. Красиво? А для некоторой остроты и жгучести я добавлю сюда пару стручковых перцев. Один зеленый, один красный. Не беспокойтесь, не будет слишком остро. Ведь вода холодная, и в холодной воде вкусы настаиваются достаточно медленно. Но на всякий случай давайте пока возьмем половинку, ведь попробовать и потом добавить никогда не поздно. А вот когда уже поналожили и получилось слишком остро, потом уже не уберешь. Уксус дает кислинку. Вы знаете, какой характер вкуса у уксуса. А вот помидор все-таки, я думаю, дал бы привкус совершенно другой. Давайте попробуем и помидор тоже добавить. Ну а где помидор, там и огурчик, как шерочка с машерочкой. Послушайте, вот сейчас зима, да? Какие сейчас помидоры? Спасибо, что хоть чуть-чуть красивые, хоть чуть-чуть пахнут помидорами. Но кислоты-то в них явно недостаточно. А вот один из операторов, Саша, говорит: ох, как я люблю все такое свеженькое, кисленькое. Давайте для Саши добавим сюда несколько тоненьких долек лимона. И раз уж образовался у нас в Кушине такой праздник, давайте добавим еще немного зелени. Как вы думаете? Я думаю, что будет хорошо. Вот кинза. Я люблю кинзу, да? А если кто-то не любит кинзу, если кто-то ее терпеть не может, об этом писать не надо.
это лишняя информация для любого человека. То есть положите ту зелень, которую любите вы. Самое главное, чтобы вам было вкусно. Самое главное, чтобы это соответствовало вашим вкусам. Если говорить о моих вкусах, то я, пожалуй, что возьму еще немного мяты. Мята сильная, несмотря на зиму, поэтому ее поменьше. А вот укропа может быть чуть побольше, ну, веточек 5-6. Знаете, чего не хватает? Не хватает лука, молодого зеленого лука. Ну и вообще, вот помидоры, огурцы. Ну, лук же туда просится, правда? И вот здесь внизу у меня есть несколько ветвей сельдерея. Знаете, почему сельдерей кладу? Обычно не кладу. Но вот та женщина, Мидори, она писала именно о сельдерее. И сетовала на то, что почему-то сельдерей в России мало едят. Мол, вкусный. А почему едите мало? Вот я у вас тоже хочу спросить. Вы какую зелень предпочитаете? Какую зелень вы любите? Какую не используете практически вообще? И покупаете ли хотя бы вот такой базовый набор зелени? Ставите его на стол. Дело в том, что раз уж вы взялись готовить по моим рецептам и, можно сказать, взялись питаться по этой системе, то надо понимать, что в Узбекистане, в Азербайджане, вообще вот в южных странах зелени едят довольно много. То есть такую еду без зелени и овощей вот просто с хлебом наяривать, это не совсем правильно. Поэтому покупайте зелень и ешьте ее. Слава богу, сейчас она есть круглый год, и круглый год, ну, практически доступна по цене. Красиво? Мне хочется попробовать. Давайте попробуем немножко. Вот, ну, разумеется, без зелени, только вот эту воду, настой. Вау! Очень яркий, очень мощный вкус. И такой вкус и нужен, такой вкус и необходим. Сейчас постоит, и вот эта зелень, перец, помидоры, огурцы, все это вот отдаст туда, но уже сейчас не хватает немного сладости. Кислота есть, кислинка хорошая, правильная. А вот сладости, которую я рассчитывал получить от помидора, ну, как-то не хватает. Ну, ничего страшного, не хватает, значит, вот есть сахар. Насыпали ложку сахара, да и все. И по соли. Ну, вроде бы почти что нормально, но это должно быть чуточку пересоленным. Вы потом поймете, почему. И ради вот этой солености и ради вкуса я добавляю еще пару ложек соевого соуса. Хотите, чтобы я еще раз попробовал? Хотите? Я хочу. Я хочу и поэтому попробую. Какая там Кока-Кола, какая Пепси-Кола, какая Фанта. Я бы вот что пил на обед. И то, что мы с вами сделали, на самом деле очень напоминает заготовку под корейскую холодную лапшу кукси. Те из вас, кто жили в Средней Азии, в Казахстане, кто имели удовольствие быть соседями с корейцами, наверняка пробовали этот очень вкусный, холодный летний суп. Вот то, что мы сейчас здесь сделали, ну, как-то напоминает то, что называется мури. Важная составная часть кукси. Вы знаете, вот то, что у нас получилось, этим хорошо было бы летом, например, окрошку заправить. Ну а для того, чтобы настой как следует приготовился, для того, чтобы он настоялся, мы отправляем его в холодильник. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков.
максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа. Каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп. Борщ, лагман. Одним словом, здесь есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады. Теперь самое время заняться рыбой. И чтобы от меня не пахло, как от торговки на привозе. Да? Перчаточки. И с чего начать? Давайте пока плавники обрежем. Мы сегодня взяли карпов, и, поверьте, будет вкусно. В Узбекистане тоже брали либо карпа прудового, либо сазана, то есть его дикого собрата из Сырдарьи, либо из каких-то ручьев, каналов оросительных. Там достаточно много рыбы водилось, и не сказать, чтобы она была сильно уж разнообразная. Сазан, там змей-голова, иногда щука, редко, довольно часто сом. И практически любую речную рыбу в Узбекистане готовят вот таким простым способом. То, что мы с вами сделали маринад, такой разноцветный, там и помидоры, там и зелень, там чего только нет. Я вам сразу скажу, в Узбекистане так не делают. Там все гораздо проще. Соль, уксус, чеснок, и получается вкусно. Людям нравится, даже фуд-туристы в восхищении, несмотря на то, что и разделывается рыба очень просто. Ну, вот почистили, вот так и разделываем. Ну, а вот этот карпик попался как-то покрупнее. Его, наверное, целесообразно разделать на филе. Знаете, устроить такие дамские кусочки. И теперь берем нож, вставляем его чуточку выше хребта. И стараемся прорезать по ребрам. Да что я делаю? Вот этот вот нож у меня довольно жесткий. Он хоть напоминает филейный нож, но все-таки это не настоящий филейный нож. Вот настоящий филейный нож, он вот какой должен быть. Видите, да? О, вот с этим дело сразу по-другому пошло. И с другой стороны точно так же. Ну, а вот это куда? На уху, что ли? Ну, мог бы я приготовить уху, да ведь советчики одолеют. Поэтому, может быть, мы с вами как-нибудь рыбную шурпу приготовим? А? Хотите? Есть у меня рецепт. Очень вкусный. Ну, вот эти филе, которые, конечно, могли бы при большей сноровке и при большем опыте разделки рыбы получиться и покрасивее и получше, разделим на какие-то ломтики. На сколько? На 3, на 4. Рыбу осталось посолить, запанировать в муке, и можно жарить. Соленая рыба, хочешь не хочешь, будет сейчас отдавать влагу, и если ее запанировать уже сейчас, то потом эта панировка отмокнет. Поэтому
Панировать, то есть, попросту говоря, обмакивать в муку, мы будем уже вон там, непосредственно возле казана, в котором будем жарить рыбу. Если хотите, чтобы все получилось по-узбекски, то, во-первых, казан должен быть достаточно горячий. Я разогреваю казан до 210-220 градусов. А второе условие – необходимо много масла. Но из этого не следует, что блюдо получится очень жирным. Просто рыба должна готовиться во фритюре. Когда мы говорим продукт, приготовленный во фритюре, это означает, что он практически плавал в масле. То есть примерно 2 кувшинчика вот такого масла я взял. И в любом случае масло хорошо бы брать хорошее, вкусное. Но вот это блюдо не очень капризное по отношению к маслу. Можно взять и попроще. Почему? Вы сейчас все поймете. Вот наш отличный настой, да, который мы с вами сделали. Давайте его еще немножко перемешаем. И значительную часть этого настоя я сейчас переливаю в такую мисочку. Столько, пожалуй, что и хватит. А теперь необходимо обсушить рыбу. Понимаете, масло горячее, масла много, да? Рыба может быть влажная. Сколько-то соли в нее впиталось, и этого достаточно. Обмакиваем рыбу в муку, лишнюю муку стряхиваем. Следующий кусочек. Я думаю, что одновременно целесообразно жарить, по 3-4 кусочка. Так они хорошо пожарятся. Не надо, чтобы на рыбе оставалось много муки. Вы же понимаете, мука это будет хочешь не хочешь опадать в масло, и в масле будет гореть. Из-за этого масло будет окрашиваться в темный цвет. Поэтому чем лучше отряхнули, тем вкуснее получится. Смотрите, опустили и практически забыли. А вот теперь я беру и переворачиваю. Аккуратненько. Ну, как вам? Нравится? Или пожарим еще? Давайте пожарим еще. Вот в Узбекистане жарят практически докрасно. Ну все, я думаю, что хорошо, вот прямо очень хорошо. Минут 5-6 при довольно упорном нагреве жарилась рыба. И теперь мы, посмотрите, что мы делаем. Мы ее обмакиваем вот в этот соус, в этот настой, который мы с вами подготовили. И не думайте, что она успеет отмокнуть, либо остыть. Ведь посмотрите, 220-230 градусов температура масла в казане. И для того, чтобы рыба как следует прогрелась, у нас ушло 5 или 6 минут. Да. А теперь эта горячая рыба помещается в этот настой буквально на 10-15 секунд. Ну, какой-то верхний слой ее чуть-чуть остынет. Ведь в рыбе образовались поры. Видели, да, вот пузырится. Это что это такое? Это влага из рыбы испарялась. А теперь вместо той довольно пустой и со слабым вкусом влаги рыба, опа, рыба набирает вкус вот этого настоя. Понимаете, она вот сейчас и соль подбирает здесь, и кислоту какую-то подбирает, и пряности, немножечко чесночного привкуса. И да что я вам рассказываю? Разве же можно это рассказать словами? Это пробовать надо. Знаю, что сейчас в комментариях многие будут спрашивать, где купить вот такую плиту, такой казан. Ребят, большинству из вас, абсолютному большинству из вас такой казан не нужен. Да и стоит он довольно дорого. Это казан для профессионалов, этот казан для ресторанов. Вот здесь у нас есть, если хотите, посмотрите, презентация, она довольно долгая, но подробно объяснено, как этот казан устроен и почему он так дорого стоит. Но скажите, пожалуйста, если бы у меня не было этого казана, вот здесь, на этой газовой плите, нельзя было бы поставить, там, не знаю, какую-то широкую, глубокую сковородку и пожарить рыбу точно так же? Да, конечно, можно было бы. То есть не в казане дело, дело в знаниях. Знания я вам передаю совершенно бесплатно.
пользуйтесь на здоровье. Вот есть какие-то тонкости. Сейчас у меня здесь температура поддерживается автоматически. Масло нагрелось до требуемой температуры, там нагрев понижается под казаном. Опустил холодную рыбу, я ведь сейчас практически килограмм холодной рыбы опустил. Разумеется, температура масла моментально понизилась. Датчики сообщают мозгу этого казана, мозг регулирует нагрев, нагрев прибавляется. Когда вы будете готовить это все на газу, нужно понимать, что не надо там слишком сильно перегревать масло. Вот в тот момент, когда вы убрали рыбу, масло быстро нагревается. Значит, в этот момент нужно чуть-чуть убавить нагрев газа. А когда опустили рыбу, наоборот, нагрев газа прибавить. Вот постоянно такие волнообразные движения. То есть эти ручки не случайно стоят так удобно. Они сделаны для того, чтобы их регулировать, чтобы двигать, шевелить, понимаете? А не так, что включить на всю катушку и давай. Нет, так хорошо не получится. Хорошо получится, если вы будете понимать, что, для чего и почему вы делаете. Вот сейчас в довольно горячем масле мы рыбу жарим очень долго. И многие понимающие, хорошо понимающие кулинарию люди могут сказать, а зачем? Рыбу достаточно нагреть до 65 градусов, может быть, 60 даже градусов, и все, будет достаточно готово. Да, это правильно, но сейчас вот при таком способе обработки те мелкие косточки, которые есть в карпе, они хорошенько прожарятся, они тоже станут хрустящими, они будут менее заметными. В принципе, конечно, такая рыба готовится для взрослых людей, а если за столом есть дети, то взрослые должны позаботиться о детях и убрать из рыбы косточки. Но мелких косточек в этой рыбе вы практически не почувствуете. Ну а долгая жарка придает рыбе особый специфический вкус. Такой, наверное, в японских ресторанах не попробуешь. Ох, ах, ах, ах. Вот это все. Вот это прекрасно выглядящая рыба. Посмотрите, посмотрите. Сфотографируйте меня. Я хочу селфи с этой рыбой. Потому что это красиво. Хорошо приготовленная еда обязательно должна быть красива. Она обязана радовать глаз. Она не только вкус и обоняние должна радовать, но непременно и глаз, и уши. Мне нравится, как вот сейчас шкварчит казан. Мне нравится, как вскипает эта рыба, когда мы ее опускаем в соус. Соус-то вокруг нее вскипает на секундочку, на минутку какую-то. Ну все, достаточно. Не надо, чтобы остывала и чтобы панировка отмокала. Вынимаем. Ох, какие лакомые кусочки. Смотрите, надо, чтобы, конечно, соус с нее стек. Сцедить его, да? Чуть-чуть куда-то стряхнуть. Ну вот и все. Готова рыба. Можно украшать и подавать. Пойдемте за большой стол. А чем будем украшать? Знаете? Как будем подавать? Знаете? Я не случайно оставил половину настоя здесь, потому что этот настой, он очень уж хороший, и в него, наверное, хорошо будет обмакивать рыбу, когда гости ее будут кушать. А вот посмотрите, что у меня здесь осталось. Какая-то прекрасная зелень, там немножко перчик, там немножко лимона. А чего бы эту зелень не разложить прямо на рыбу? Пусть пропитывает. Я думаю, что станет только вкуснее. Да и чесночок и вот эти перцы, они все уже как-то слегка приглушились. Понимаете? Ведь постояло, и все, что необходимо было передано в настой. Немного хаотично получилось, да? Ну, прямо скажу, совсем не ресторанная подача. Но зато это очень вкусно. Зато это очень аппетитно. Зато это глаз радует. И я желаю вам почаще радоваться от кулинарных находок. Почаще радоваться вкусу новых, неизведанных пока что еще блюд. Ведь понимаете, как у любителя изящных искусств глаза все время требуют новых зрелищ, так и у гурмана, у любителя вкусно поесть, вкусовые рецепторы требуют новых вкусов. Мы с радостью дарим вам эти новые вкусы. Приятного аппетита!